Всем привет! После записи видео об изготовлении сумки Necessor из кожи Crazy Horse у меня появился вопрос, как можно этой коже вернуть изначальный, первоначальный вид, добавить привлекательности, восстановить ее без изменения вот этих вот тактильных ощущений. То есть, когда я записал видео, получается, там нужно было сумку выворачивать и вот таким вот образом я ее немножко пожмакал, и она очень сильно осветлилась. То есть изначальный вид вот такой вот кожи, а потом она стала такой. И как вернуть обратно ее внешний вид, у меня возник вопрос, потому что я с кожей такой не работаю, опыта у меня мало. Задал вопрос на вкладке сообщества, были разные рекомендации, нужно потереть тканью, нужно оставить через время, она сама там затрется, можно воском натереть, нанести апритуры. Значит, способов в принципе набросали мне достаточно много. Что касается протереть тканью, в принципе она немножко темнеет, но все равно не возвращается к тому первоначальному виду, который был. То есть тканью ее протирать можно, и она восстанавливается где-то частично. Но при этом все равно остается вот такой вот матовой и не очень привлекательной. Для некоторых изделий это хорошо, но в моем случае хотелось более какой-то такой насыщенный цвет. Дальше. Значит, оставить время для носки это не вариант, потому что эту сумку я не ношу. Оставил себе для хранения бритвы, то есть она очень редко где-то как-то трется что-то, то есть это нужно очень много времени, чтобы она как-то потемнела, и смысл ждать, то есть нужно какое-то средство. Наносить апритуры, какие-то кремообразные, жидкие, тоже для меня это не вариант, потому что кожа, она такая своеобразная, особенная, и вот это ее такое покрытие, лицевая поверхность, тактильные ощущения, они у нее изначально уже изначально характеризуют эту кожу как Crazy Horse, да, то есть если мы наносим апритуру, она создает уже какую-то пленку, покрытие, и от Crazy Horse по сути ничего там не остается, вот этих тактильных ощущений этой кожи, они пропадают. То есть апритуры тоже я не рассматриваю. Можно их наносить, но именно в случае этой кожи я бы не рекомендовал. Значит, что в принципе из вариантов мне более было приемлемо, это нанесение восковой пропитки или воска, да, какого-то масла. Или же у меня еще остался вот такой вот крем жировместительный от компании Exi. То есть, когда я брал для обзора кожу, мне поставщик сказал, что эта кожа очень прожирована. И логически потом я пришел к мысли, что эту кожу можно обработать каким-то жиром, и посмотреть, что с этого получится. Значит, сегодня в этом видео я покажу, как воздействует данный крем жировместительный на кожу и какой от него эффект. И то же самое еще нанесу пропитку восковую, тоже покажу, как она будет воздействовать и в принципе какой результат даст. Возьмем этот мятый кусочек осветленный, поделим его пополам. Так, для начала нанесу крем. В моем случае это самый простой и оптимальный способ, потому что крем в дальнейшем не нужно ничем обрабатывать, он впитывается и все. То есть нанесли, дали впитаться в кожу, и больше никаких телодвижений дополнительных не нужно. И в итоге я еще общался с поставщиком этого крема, то есть он сказал, что этот крем как раз и предназначен для того, чтобы восстанавливать подобные кожи прожированные. То есть наносим просто губкой, сколько нам нужно. Вот.
после нанесения кожа остается такой жирноватой, и даем ей высохнуть, впитаться. То есть на какое время ее оставлять, я не скажу. Ну, как бы по ощущениям, когда крем впитается, тогда, в принципе, изделие уже можно использовать. Второй вариант – это восковая пропитка. Она как бы в нанесении немножко сложнее, потому что мы сначала как бы изделие натираем. И потом по-хорошему ее, конечно, еще прогреть, чтобы она лучше впиталась, так как она такая не жидкая, получается, ей нужно впитаться. Если мы ее вот таким вот образом просто оставим, то воск, он как бы и останется на поверхности кожи, и будет поверхность, вот такая вот, как бы вощеная останется. Для того, чтобы воск впитался в кожу, я его немножко прогреваю, можно обычным феном, я вот строительным это делаю. Так, все, воск впитался. Теперь дам немножко остыть и сравним результаты. В общем, не стал долго ждать. Результат еще покажу на своей сумке, именно самого крема. Смотрите, есть у нас вот изначальный кусочек кожи, ее цвет и насыщенность, да. Есть у нас кожа помятая, то есть осветленная. И вот образцы обработаны, этот воском, а этот кремом. Воском получился более как бы приближенный к цвету изначальному. То есть сам воск, он цвет не перенасытил, и в принципе он где-то восстановил изначальный вид кожи. И по сути все характеристики кожи, они сохранились, то есть тактильные ощущения, воск не создал никакое покрытие. Вот. И также остался вот этот эффект pull-up, то есть кожа осветляется при изгибе. Ну, как бы воск, он никаким образом не повлиял на характеристики кожи, просто вернул ее как бы изначальный вид. В свою очередь крем, он то же самое сохранил эти тактильные ощущения, то есть не создал какое-то дополнительное покрытие на коже, сохранил возможность кожи вот осветляться на изгибах, то есть менять оттенок. Это все он как бы сохранил. Единственное, что сам цвет, он стал более насыщенным, и оттенок немножко отличается. То есть это можно видеть. Вот, он стал более темнее. То есть кожа немножко поменяла цвет. А вот, собственно, сама сумка. Сейчас, если получится. Я уже ее заполнил. Ну, вот. Была она вот таким вот цветом. И после того, как я нанес крем, то есть, на мой взгляд, она стала посимпатичней в разы. Если помните, оттиск был очень светлый, его практически было незаметно, то после нанесения этого крема ситуация поменялась. Теперь все видно, все красиво. Ну, в общем, результатом я доволен. И еще для чистоты эксперимента есть у меня несколько кусочков Crazy Horse как бы обычного, без эффекта pull-up, то есть у них выходит окрашивание более равномерное, то есть они не осветляются. Вот здесь нанесен крем, здесь воск, а это вот изначальный цвет. То есть тоже этими средствами можно менять больше насыщенность цвета. Но синий он стал такой очень темно-синим.
Возможно, вопросов, можно ли нанести апритуру на Crazy Horse, теперь будет немножко меньше. Вот два средства, которые я бы рекомендовал наносить на Crazy Horse, чтобы сохранить ее изначальные характеристики. Все остальное, оно уже как бы повлияет на саму кожу, на ощущения от нее, и это уже будет немножко не то. Надеюсь, видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.